Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Сегодня мы поговорим о манге Черный Клевер, а именно о ее официальном спин-офф издании Черный Клевер Квартет Рыцарей. Скажу сразу, эта манга вышла достаточно неоднозначной. В ней я заметил 3 интересных поворота, 2 из которых являются сюжетными и вокруг них вертится все повествование, а 3-й присмотрелся лично мне, как одному из фанатов Черного Клевера. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Повествование данной манги разворачивается после успешной зачистки подводного храма и сражения Асты на пару с союзниками в Ведьмином лесу. Сюжетным же зерном становится жестокое и предательское убийство лорда Фрейза. Его ярость была неописуема. Он поклялся во что бы то ни стало отомстить им за свою отнятую жизнь, после чего он влил всю оставшуюся силу в свой кулон. Эти события произошли более 30 лет назад. И в нынешнем времени небольшая группа из отряда черных быков направлялась в некое подземелье по поручению самого короля магов. Продвигаясь к цели, нам рассказали, что данная заброшенная территория давным-давно принадлежала знатному роду Фрейзе, клан которого был жестоко убит бандитами. Выживших, как говорят, не было. Самого лорда Фрейзе охарактеризовывали как предусмотрительную личность. Говорили, что он даже имел способность видеть будущее, благодаря чему и вывел свой достаточно малоизвестный клан к невероятным высотам. Но вот что странно, даже несмотря на свои способности, он не сумел как-то предвидеть свою кончину. Эту странность подметил сам Аста. В этом спин-оффе он выглядит на порядок умнее, нежели тот самый Аста в основном сюжете того же времени. В общем, нужное им подземелье и есть отправной точкой в этой цепочке событий. Местность была достаточно непримечательной, да и окружающая мана здесь еле ощущалось. Объясняли это старостью данного подземелья. Кстати, как оказалось, когда-то Ями уже был здесь, но никаких подробностей не уточнялось. Так что пока Аста с ребятами разбирались с охранниками этого подземелья, Кэп ушел во свояси, поддавшись былым воспоминаниям, в которых нас знакомят с некой Карной. О ней мы поговорим немножко позже. Разобравшись с противниками, Ноэль, Финрал и антимагический пацан захотели направиться за капитаном, но внезапно произошел некий взрыв, после чего перед их глазами оказался какой-то пацан, смахивающий на Ями, но только слишком молодо выглядящий. Очнувшись, он тут же отпрыгнул от незнакомых ему людей, выражая некую осторожность и даже угрозы. А буйность и присущая аура капитана Ями сразу же дала понять магам отряда черных быков, что перед ними стоял никто иной, как сам капитан, но только почему-то помолодевший лет так на 14. Данный спин-офф более детально показывает, насколько проблемным был Ями Сукихира в свои былые года, и тут же можно прийти к пониманию того, почему его так не взлюбили некоторые жители Клевера. Так как нынешний капитан ничего не знал об Асте, Ноэль и про остальных, их настойчивость пойти с ними куда-то, когда у него есть собственная цель, вынудила его вступить с ними в бой. И если судить о возможностях персонажей после посещения Ведьминого леса, сила молодого Кэпа меня сильно впечатлила, и даже если у него еще
не было пока что гримуара, он нехило так противостоял Асте в поединке 1 на 1. Рисовка, кстати, мое почтение, особенно чего стоит сцены сражения. Сам же бой завершился победой ребят, поскольку, как оказалось, Ями сейчас был возрастом меньше 15 лет, поэтому и гримуара не было, а значит у него не было того, с чем можно раскрыть возможности своей магии. После чего командной работой и даже некими уловками Асты Ями был повержен и доставлен на базу черных быков. Там же после представления темпераментов рыцарей всего отряда Ями рассказал все, что он помнил до того, как попал в то подземелье. Упомянул также о своей подруге Карне, которая начала себя странно вести после вылазки в подземелье к одному из дворянинов, где, найдя тот самый кулон, ее личность будто кардинально изменилась. Ни с того ни с сего она пришла к этим развалинам. Ями последовал за ней и в итоге оказался в том месте, где его увидели ребята. И сейчас, хоть он и смог принять ту информацию, что в будущем эти незнакомые ему люди будут его друзьями, он все же хотел сконцентрироваться на поиске Карны. Ну а черные быки решились помочь ему, так как им нужно было как-то вернуть Кэпа в прежний вид. После знакомства к черным быкам прибыл отряд Золотого Рассвета. Они явились, чтобы попросить помощи у капитана этого отряда. Проблема была в том, что в последнее время происходили массовые исчезновения магов, посланных на исследование подземелий, одним из которых являлось подземелье лавы. Подозреваемым же была некая девушка по имени Карна. Но что более настораживало, так это то, что ей помогала группировка эльфов Глаза Полуночного Солнца. В общем, это было шоком для Ями, но и сами гости были не меньше ошарашены новому образу капитана. В целом информации было достаточно мало, да и сам мелкий Сукихиро вспылил после этого, поэтому было принято решение направиться в лавовое подземелье и самим разведать обстановку. В назначенном месте ребята встретились с противником. Как ни странно, они обнаружили там подругу Ями, но также там были и члены группировки Полуночного Солнца с воскресшими Ветта и Фаной. Но, как говорилось, это не были те самые противники. То, что стояло перед ними, было их раскачанным подобием с воспоминаниями до момента их гибели. Все это было способностями Карны, точнее того, кто ей управлял. Если вы вспомните начало ролика, вы должны были слышать, кто был владельцем этого кулона. И думаю, не составит труда осознать, что Карной управлял погибший лорд Фрейс. В целом у него была достаточно интересная магия. Она позволяла делать мощных клонов, таких как Фана и Ветта, которые лишь немного были слабее оригинала. А также она могла брать тела врагов под контроль. Спросите это у Юна. Были также защита и атакующие заклинания, но они были слишком простыми. Целью же того, кто управлял Карной, была месть и уничтожение королевства Клевер. Ну как бы все просто и ничего больше. Данжи были ему нужны лишь для высвобождения скрывающейся в них маны. Достичь этого можно было лишь уничтожив центральный монумент или же скрижаль подземелья. И как вы понимаете, подземелье лавы стало демонстрационным. Защитить скрижаль магии не смогли. Так и еще объединенный сквад Золотого Отряда и Черных Быков, проиграв, вынужден был бежать, дабы их не завалило обломками этого подземелья, и это место не стало их могилой, поскольку после уничтожения скрижали данж начинает разрушаться. Теперь давайте кратко поговорим о Глазе Полуночного Солнца. Я лично не понимаю, зачем они были нужны здесь, в этом сюжете. Их цели, а именно уничтожение Клевера, якобы совпадают, но когда дело дошло к практике, они слились, так как не могли навредить тем, кто в итоге станет их переродившимся товарищем. Так что они просто ушли, как только началась вся движуха. И тогда встает вопрос, зачем вообще нужно было объединять усилия? Не думаю, что это из-за Фанны и Ветта, ведь в основе у них был способ вернуть их к полноценной жизни. Далее начинается полнейший сумбур. Сам Юлиус рассказывает о плане Карны и о том, что во время Алой Луны, которая состоится очень скоро, враг может начать свою атаку. Для этого нужно было не допустить разрушения монументов, подземелий, зон аномалий, которых осталось 4, но в итоге все было благополучно просрано. Но когда же настал судный момент, Карна начинает свое разрушение, внезапно появляется настоящий Ями и мешает ей. Как я и говорил, Патри с товарищами просто уходят. Ну и правда, к чему это все было сотрудничество? После чего
чего пожилой Ями говорит с молодым собой, уверяет его убить свою подругу, поскольку любым другим способом ее не спасти. В это время Карна пересматривает стального алхимика и превращается в химеру. Пожилой Ями одалживает молодому свой гримуар и, сделав финальную атаку, разрубает весь сюжет. Лично для меня было шоком, что 14-летний Ями смог воспользоваться гримуаром пожилого. Хоть он и был достаточно умелым, но чтобы такое, это меня удивило. И кстати, пояснение за двух Ями. Оказывается, молодого Сукихира перенесло вместе с Карной, то есть они инопришеленцы из прошлого. И пока малец знакомился с Астой и остальными, пожилой Ями следил за Карной, но почему-то не помешал ни одному из ее планов, а оказался лишь в самом конце. И получается, что же он все это время делал? Непонятно. В общем, давайте подведем итоги. Стоит ли читать данный спин-офф Черного Клевера? Думаю, стоит. Но только если у вас больше нечего читать или смотреть. Данный сюжет был интересен к середине своего действия. Рисовка, конечно, сильно приближена к оригиналу. Но если вам казалось, что основной сюжет Черного Клевера шел какими-то быстрыми темпами, то от квартета вы вообще улетите. Тут происходит все еще быстрее. Автор и художник данного спин-оффа Юмия Ташира. На вооружении вы будете иметь целых 6 томов с приятной рисовкой, смешными ситуациями, за которыми вы могли бы соскучиться с основного сюжета. Однако есть небольшое но. На русском вы сможете найти всего 39 глав, на английском на одну главу больше. Ну а оригинал на японском языке насчитывает более 70 глав, но и то за деньги. И я, как тот, кто прошел все эти круги ада, говорю, что это того не стоит. Лучше ознакомьтесь с тем, что доступно просто так в интернете. В целом, если бы Юмия так не спешил, можно было бы оформить все куда понаряднее. Больше бы раскрыл способности Карны, эльфов вообще бы убрать, так как они есть в основном сюжете. Выдержать бы немного интриги с антагонистом и в целом как-то больше надавить о близости Ями и Карны. Тогда бы вышло очень даже неплохо. В целом, это можно прочитать, если вы соскучились за персонажами. Началу манги я бы поставил, ну может, 7 или 7,5 баллов из 10. Ну а концовка вышла прям уж очень не очень. 3 балла или 4, но не более. Всего-то нужно было не догнать сюжет и раскрыть самого Фрейза и Карну. А то молодой как бы говорил, что она для него важна, но в итоге даже слезинка не упала. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев поведут следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.